Привет, дорогие рукодельницы! И снова с вами я, Светлана. И сегодня я покажу, что я делаю из полосок бумаги, которая продается для вот такими вот рулончиками, да, или как правильно назвать, в общем, упаковочками для заклеивания окон. Когда-то много набирали, и вот все осталось. Не используем сейчас пластиковые окна, но, возможно, кто-то еще и пользуется этой бумагой. В продаже, в принципе, я ее видела. Чем удобно брать именно эту бумагу? Потому что она уже нарезанная на готовые полоски, и не надо тратить время на нарезание. Если нету, к примеру, такой бумаги, гоняться искать тоже не стоит. Можно брать что-нибудь другое. К примеру, можно взять пергаментную бумагу и рулон разрезать на полоски. Кстати, вот эти полосы, из этих полосок потом мы будем вот плести такие косы. Так, здесь у меня получается вот 5 сантиметров. Ширина 5 сантиметров. И ширина косички вот у меня получается где-то 1,5 сантиметра. Но опять тут будет зависеть от плотности плетения, там, плюс-минус оно так и будет все равно. Если нету этой бумаги, нету пергаментной бумаги, вот у меня, например, есть калька, такой рулон, можно отсюда нарезать полоски, можно такую брать. То есть брать такую бумагу, которая не сильно рвется, да, не слишком уж мягкая, там, чтобы можно было плести. Можно взять, вот смотрите, у меня есть что-то покупали, длинная, вот прям такая длинная бумага, да, это упаковочная, обычная упаковочная бумага. С нее тоже можно делать, то есть нарезать на полоски и тоже плести косички для декора. Так, показала, рассказала о бумаге все. Дальше нам понадобится вот коробка любого размера, который вам необходим. Может быть, это даже быть большая коробка, куда можно складывать, например, какое-то белье там, да, в шкаф красиво поставить. Это могут быть маленькие коробочки там для каких-то косметических средств можно ставить. И, кстати, можно тоже делать таким образом декор цветочных горшков. То есть берем уже старый, который горшок уже некрасивый стал, да, со временем, и его можно красиво задекорировать тоже при помощи вот таких вот косичек. Смотрится очень красиво. Так, с этим понятно. Косы мы сейчас будем плести. Также нам понадобится клеевой пистолет. И если это будет коробка, как у меня, то, соответственно, внутрь, чтобы красиво сделать, я использую, вот я взяла, наверное, вот такую ткань. И это будет у нас вставочка внутрь. Можно, в принципе, заклеить даже просто цветной, например, бумагой какой-то. Можно фетр наклеить внутрь. То есть тут уже фантазия может гулять в любом направлении, да. Итак, также понадобятся прищепки. Вот у меня есть такие, есть такая. Можно брать обычную бельевую прищепку, которой мы прищепываем вещи, когда сушим. Дальше беру 3 полоски бумаги. Это на одну косичку. И вот смотрите, что я делаю сразу, чтобы потом легче было и бумага не сильно рвалась. Аккуратненько вот так сейчас я ее, как бы сминаю. Делаю более мягкой. Вот так будет легче. Расправляем. И так все 3. Края вот так. Здесь как раз вот и понадобится нам прищепка. Она будет придерживать края, чтобы они не уходили. Либо этой можно прищепить. Можно так.
Можно, если удобно, к примеру, к чему-то, ну, сюда можно что-то тяжеленькое, да, поставить, и вот так оно будет держать, и начинаем плести косичку, да, вот, к примеру. Ну, мне и в руках удобно делать. Укладываем бумагу, немножко как бы проворачиваем ее, придаем красивую форму. Вот так. Ну, мне удобнее показать вам поближе, чтобы... Поэтому я показала варианты, вы себе попробуете, выберите, вернее, тот, который вам понравится. Вот так проворачиваем теперь и закручиваем. Стараемся делать одинаковой вот толщины, чтобы было. Поправляем. Итак, плетем косички. Еще какой момент. Можно, к примеру, смотрите, сплели одну косичку, да, и можно сразу начинать вот таким вот образом наклеивать на основу, да, что у нас есть. Наклеиваем, наклеиваем. Вот, дошли. Все. Дальше следующую начинаем плести косичку и дальше продолжаем клеить. И так все ряды. Ну, для того, чтобы, так как пользуемся горячим клеем, то чтобы каждый раз не включать выключатель, даром пока сплетете косичку, он у вас не грелся, ну тоже не нужно, да, то я плету себе необходимое количество косичек. Так как у меня бумага идет одинакового размера, то есть одинаковая толщина, ширина вернее, да, и одинаковая длина бумаги. Соответственно, косички у меня плюс-минус будут одинакового размера. Вот, поэтому я меряю. Вот, так, получается вот одна сторона. Дальше пошли маленькая сторона. И, ну, не доходя, да, до третьей стороны. Так, меряем теперь отсюда и сюда. То есть где-то полторы полоски, получается, нам нужно на вот на одну как бы полоску, да, обклеить. Дальше считаем по толщине вот 1, то есть сплели одну, да, дальше 2, 3, 4, 5. Ну и дальше, если до самого верха, вот 6, да, к примеру. Можно не до самого верха, а потом, например, украсить там тканью какой-то, кружевом там, ну, то есть фантазировать. И так считаем, например, 6, да, до самого верха. 6 умножить на полторы полоски получается, то есть 1,5. Вот у нас получается количество 9 полосок. Вроде бы правильно я посчитала. 9. Ну, то есть считаем, да, я рассказала, как это сделать. И после того, когда вы заготовили необходимое количество полос, можно приступать к обклеиванию. Все очень просто. Так, дальше. Перед тем, как клеить, я оформлю низ коробки. Низ коробки тоже можно, в принципе, обклеить вот такими косами. Но так как это низ, и я не вижу смысла, я это сделаю тоже такой же тканью, которой я буду делать внутренность. Я отрезала чуть больше, ну, буквально там по сантиметру больше, чем низ коробки. И теперь приклеиваю. Тоже при помощи горячего клея.
начинаем обклеивать стороны косичками. Край сейчас я выровняю. Закреплю вот так. И сделаю ровненький. И теперь наклеиваем. Чтобы угол потом получался красиво, стыка не было, я беру буквально там миллиметров на 5, можно на сантиметр, чуть-чуть вот до уголка, да, вот отсюда. Теперь тоже точно так же фиксируем в начале. Выравниваем край. Берем следующую. Фиксируем. Выравниваем. Подставляем и продолжаем клеить. Так, отрезаем ровно, вот когда дошли до начала, да, то есть ровно-ровно вот тут надо отрезать, чтобы красиво соединить, вот так, и доклеиваем. Вот так красиво получается. Я не доклеивала до самого верха, я здесь хочу опустить немножко ткань, ну то есть украсить, мне так хочется. Можно до самого верха доклеить. Дальше делаем внутренность коробки, это ткань. Для начала нам нужно померить, сколько нам надо. Берем сантиметр, линейку, что есть. Меряем глубину коробки. Вот глубина у меня получается ровно 10 сантиметров. Вот 10 сантиметров. Беру плюс запас сантиметра 2, чтобы зашло потом на донышко, то есть уже 12. Так, давайте вот так. Вот 10. Сюда я опускаю, и получается где-то 12,5 сантиметров. Я возьму немножко больше, то есть, скажем так, на сантиметр 13,5, да, и прибавлю еще сантиметра 2, которые зайдут на дно. То есть 13,5 плюс 2 это где-то 15,5 сантиметра
мне нужна будет ширина полоски ткани. И теперь длину полоски ткани. Меряем от уголка, ставлю сантиметр. И вокруг по наружной стороне, так как у меня будет выходить наружу ткань, я делаю замер. Ну вот, у меня получается 67 вот сантиметров. Отрезала я кусок ткани 67 сантиметров на 15,5. И у меня получилось вот из кусочков, так как это из старой одежды. Так, и плюс взяла прибавку по 1 сантиметру. То есть получается 67 и плюс с одного края и с другого сантиметра. То есть плюс 2, 69. Теперь лицом к лицу вот так складываю пополам. И здесь вот прострачиваю, ну там, где мы дали прибавку. Разутюжила этот шов. Вот все швы у меня в разутюжку. И теперь это все ставим в нашу коробочку. Еще какой момент, можно вот здесь, можно в принципе дать строчку, ну, например, на полсантиметра, сантиметр, да, дать строчку, и вот так вот будет строчка. Можно не давать, и просто мы будем сейчас вот здесь это все проклеивать. Берем клеевой пистолет, начинаем проклеивать. Нанесла клей, подвернула, приклеила. Можно наносить клей прямо на коробку. Ну, то есть тут не важно, тут как вам удобно. Можно так, а можно, я же говорю, на коробку. Вот так пока. Дальше. Мы ж не оставим такое дно некрасивое. Делаем дно. Можно обмерить линейкой, а можно просто взять картон для донышка, перевернуть коробку и обрисовать. Так как у нас здесь, ну, миллиметра 2, да, получается, то, соответственно, срежем на тех же миллиметра 2-3. Делаем меньше. Вырезаем.
Я для таких вещей, кстати, всегда оставляю картон от коробок для пиццы. Вырезаю верхнюю часть, она всегда чистая, хорошая. И вот зачастую использую в своих поделках. Ну так, может быть, кому-то эта информация будет важна. Дальше берем ткань. Вырезаем чуть больше, там на сантиметр, полтора, можно и 2. И приклеиваем к картону. Такое донышко получилось. Закладываем его внутрь. И теперь вот здесь край можно тоже чем-то красиво украсить. Можно какими-то, например, бусиками украсить, можно веревочкой какой-то, можно кружевом, ну то есть что душа пожелает. Итак, подбираю. Можно взять просто обычные шнурки, да, вот такого цвета синего, и как бы сделать вот здесь такую окантовку. Вот так. Но мне хочется что-то повеселее, сильно грустно. Можно взять вот такую. Вот так можно приклеить. Ну, неплохо смотрится. Так, можно вообще взять какие-нибудь бусины. Вот это для новогодних праздников обычно продается декор разный. Можно, вот смотрите, уже повеселее, посимпатичнее смотрится. Бусики можно, к примеру, вот так. Ну, наверное, самое веселенькое и такое вот освежающее, это вот такая тесьма, которую я и буду приклеивать. Цвет можно такой и оставить, просто вскрыть сейчас акриловым лаком. Можно при помощи морилки любого цвета, то есть подобрать и сделать немножко темнее, то есть коричневатый такой цвет. Ну, морилок есть много разных цветов, можно подобрать. И также еще можно добавить декор. Я показывала тоже уже не в одном, по-моему, своем видео, из фисташек. Вот у меня есть такие заготовки, и можно, смотрите, как симпатично даже смотрится. Вот такие цветочки сделать из скорлупы фисташек. Вот, к примеру. Вот так. Внутрь можно сделать даже серединку. Вообще веселая такая получается. Или бусинки какие-то желтенькие, синенькие можно поставить. Ну, как-то вот так. Я цвет буду оставлять какой есть, я не хочу делать темнее, и поэтому беру акриловый лак и вскрываю акриловым лаком. И перед тем, как покрыть акриловым лаком, я приклею вот эти цветочки. Мне они нравятся. Приклеила. Вот так получилось. И теперь покрываю акриловым лаком. Акриловый лак вот обычный, который продается в строительных магазинах. Хорошо перемешать перед применением. Я уже это сделала. Обязательно постелите что-то вниз и покрываем. Не переживайте, что появляется такой белый цвет. Это все потом уйдет после высыхания. Оставляю высыхать. Ну
вот, коробочка моя высохла, и вот так оригинально смотрится. И я еще все равно хочу оттенить немножко, оно и так красиво, но можно оттенить мои любимые краски. Вот, для оттенков золото, да, золото, серебро какие-то. Вот, и я немножечко придам оттенка. Добавят, эти краски добавляют структуру, которая есть, ну, то есть ее лучше видно становится и поинтересней. Ну и вот такая красота у нас с вами сегодня получилась. Просто, довольно-таки быстро, ничего сложного. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите обязательно ваши комментарии, чтобы вы добавили, чтобы вы убрали, что не понравилось. Я всегда очень рада общению. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. И также этим видео поделитесь с друзьями, чтобы побольше людей могли увидеть, как можно сделать вот такую красивую вещь. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там много фото, не все на YouTube попадает, и можете взять много поделок, вязание, шитье, как за идею для себя с инстаграмом. Все ссылочки на группы, на инстаграм в шапке канала. Переходите. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.